Вы когда-нибудь замирали посреди ночи, глядя на свою кошку, которая неподвижно уставилась в пустой угол темной комнаты? В этот момент по вашей коже пробегает холодок. Вы присматриваетесь, пытаетесь разглядеть хоть что-то в тени, но там ничего нет, лишь пустая стена. Ваша кошка не просто смотрит, она сосредоточена так, будто там разворачивается целая драма, невидимая для человеческого глаза. Вы спрашиваете себя, она видит привидение или она просто сошла с ума? Но вот в чем правда, которую скрывает от нас природа. Ваша кошка не ошибается. Она не просто смотрит в пустоту. Она воспринимает реальность на уровне, который мы, люди, даже не можем начать регистрировать своими чувствами. Пока вы живете в мире звуков и красок, ваша кошка живет в секретной сенсорной вселенной, где стены говорят, цветы светятся неоном, а воздух пронизан химическими сообщениями о прошлом и будущем. Сегодня мы совершим путешествие за пределы человеческого восприятия. Мы разберем 11 странных вещей, которые ваша кошка видит, слышит и чувствует прямо сейчас, пока вы считаете, что в комнате тихо и пусто. То, что вы узнаете о способностях этого маленького хищника, навсегда изменит ваш взгляд на те моменты, когда он ведет себя так, будто владеет другим измерением. 11. Встроенная система ночного видения, бросающая вызов логике. Вы думаете, что знаете, что такое темнота? Ваша кошка лишь посмеется над вашим ночником. Когда вы выключаете свет и ваша спальня погружается во мрак, вы становитесь практически слепы. Но для вашей кошки мир в этот момент только начинает обретать четкость. Секрет кроется в уникальном слое светоотражающих клеток, расположенных за сетчаткой, который называется тапетум лютидум. Представьте это как систему переработки света. Этот слой отражает каждый доступный фотон обратно через глаз второй раз. Именно поэтому глаза кошек светятся в темноте, это буквально свет, который отскакивает от их внутреннего зеркала. В дополнение к этому, в глазах кошек в 8 раз больше полочковидных клеток, рецепторов света, чем у нас. Это позволяет им фиксировать движения и формы в условиях такой низкой освещенности, при которых человек был бы абсолютно слеп. Тот знаменитый ночной тыгыдык в 3 часа ночи, когда кошка несется через всю квартиру, она не врезается в углы не потому, что помнит планировку, а потому, что видит каждое препятствие идеально четко, пока вы спотыкаетесь о собственные тапочки. 10. Мир, раскрашенный ультрафиолетом. Вот то, что полностью изменит ваше представление о кошке, созерцающей потолок. Кошки видят ультрафиолетовый свет, часть спектра, которая полностью невидима для человеческого глаза. Для нас мир ограничен определенной палитрой, но для вашего питомца реальность окрашена в невидимые нам цвета. Что это означает на практике? Обычные цветы для кошки могут сиять как неоновые вывески, привлекая ее внимание скрытыми узорами. Но есть и более практичная сторона. Следы животных буквально светятся для них, как светящиеся отпечатки ног. Ученые полагают, что зрение помогает кошкам выслеживать добычу, потому что грызуны оставляют за собой мочу, которая ярко светится в ультрафиолете. Так что, когда ваша кошка лазерным взглядом сверлит пустой угол или стену, она, возможно, следует по светящейся карте, которую вы просто не в состоянии заметить. То, что для вас чистая стена, для нее может быть заполнена важной визуальной информацией. 9. Слух, который посрамит любую систему безопасности. Вы когда-нибудь замечали, как уши вашей кошки вращаются, словно крошечные спутниковые антенны, отслеживая то, чего вы не слышите? Именно это и происходит. Слуховой диапазон кошек достигает 65,0 Гц, в то время как человеческий потолок заканчивается на отметке около 20,0 Гц. Это означает, что ваша кошка слышит ультразвуковой писк мышей за стенами, высокочастотный гул вашей электроники и отдаленные звуки с улиц, расположенных через несколько кварталов. Чтобы управлять этой невероятной системой, природа наделила каждое ухо кошки 32 отдельными мышцами, позволяющими им вращаться независимо друг от друга на 180 градусов. Они не просто слышат больше,
Они определяют источник звука с военной точностью. Если ваша кошка смотрит на стену, есть очень реальный шанс, что внутри нее что-то движется, и она слышит каждый шорох лапок насекомого или грызуна, который для вас остается за порогом восприятия. Ба. Инфразвук — предчувствие катастрофы. Это свойство кошек может показаться по-настоящему пугающим. Кошки способны слышать инфразвук, низкочастотные вибрации, которые находятся ниже порога человеческого восприятия. Это те самые глубокие рокоты, которые производят приближающиеся штормы, сейсмическая активность и даже вулканические сдвиги. Исторические свидетельства, в том числе во время цунами 2004 года и различных землетрясений по всему миру, описывают, как кошки вели себя крайне беспокойно за несколько часов до того, как приборы фиксировали хоть что-то. Если ваша кошка внезапно становится беспокойной, начинает метаться без причины или прячется в необычных местах, обратите на это внимание. Возможно, она считывает предупреждающий сигнал, написанный на частоте, которую вы никогда не услышите. 7. Тепловое зрение, живой инфракрасный сканер. Кошки чувствуют тепло так, как не может ни один человек. Это выходит далеко за рамки простого поиска теплого места для сна. У них есть терморецепторы, сконцентрированные на морде, особенно вокруг носа. Это позволяет им чувствовать лучистое тепло тела от находящихся рядом существ. Это способность наследия их диких предков, помогавшая выслеживать теплокровную добычу даже в полной темноте. Это также объясняет, почему кошки всегда находят самого теплого человека в комнате и сворачиваются именно на нем. Они выбирают вас не только из-за вашей личности, они считывают вашу инфракрасную подпись. Представьте свою кошку как ходячий тепловизор в меховой шубе. Лео. Вибрисы — шестое чувство в маскировке. Большинство людей считают, что усы, вибрисы — это просто милое украшение. Они катастрофически ошибаются. Вибрисы — это глубоко укоренившиеся сенсорные органы, пронизанные нервными окончаниями, которые фиксируют мельчайшие изменения в давлении воздуха и движении. Это означает, что кошка может чувствовать форму предметов, не касаясь их, улавливать воздушные потоки, возмущенные движением добычи, и даже определять, достаточно ли широк проем для ее тела, прежде чем попытаться пролезть в него. В почти полной темноте усы кошки создают трехмерную карту окружающего пространства. Они не просто ориентируются, они сканируют мир, как живая сонарная система. Чтение ваших эмоций. Глубже, чем кажется. Кошки вовсе не те холодные и отстраненные существа, какими их часто рисует популярная культура. Они невероятно настроены на человеческие эмоциональные сигналы. Исследования показывают, что кошки отслеживают изменения в выражении вашего лица, тоне голоса и даже в вашей позе. Но есть и биологический аспект. Они регистрируют гормоны стресса, которые вы выделяете в воздух, и соответствующим образом меняют свое поведение. Если ваша кошка внезапно появляется рядом и тихо садится с вами в тяжелый день, это не совпадение. Она почувствовала сдвиг в вашей эмоциональной химии и сделала осознанный выбор быть рядом. 4. Орган Якобсона. Карта невидимых запахов. Обоняние кошки примерно в 14 раз сильнее человеческого. Но их секретное оружие — это не только нос. Это орган Якобсона, вомероназальный орган, расположенный в небе. Когда кошка слегка приоткрывает рот с тем странным отсутствующим выражением лица, которое называют реакцией Флемина, она не просто замирает. Она направляет молекулы запаха непосредственно во вторичную сенсорную систему, предназначенную для анализа феромонов и химических сообщений. Это позволяет им считывать страх, агрессию, болезни и даже эмоциональную историю каждого, кто недавно находился в этом пространстве. Ваша кошка входит в комнату и читает ее как открытую папку с файлами. 3. Зрение, созданное для охоты. Визуальная система кошки оптимизирована не для развлечения цветов, а для детекции движения. Их поле зрения составляет примерно 200 градусов, а периферическое зрение настроено так, чтобы ловить малейшее мерцание или движение. Это фундамент их охотничьего инстинкта,
который никогда не выключается полностью. Лист, летящий по полу, курсор на экране или тень, метнувшаяся через две комнаты, все это регистрируется с интенсивностью, которую вы просто не испытываете. Именно поэтому лазерные указки так эффективны. Они активируют сенсорную систему, которая выстраивалась миллионы лет. 2. Магнитные поля. Встроенный планетарный компас. Здесь способности кошек становятся по-настоящему экстраординарными. Современные исследования предполагают, что кошки, подобно птицам, обладают магниторецепцией, способностью чувствовать магнитное поле Земли. Это объясняет феномен, когда кошки находят дорогу домой через десятки или даже сотни миль. Их внутренний компас может быть ориентирован на нечто древнее и планетарное, что человеческие технологии пока не могут полностью воспроизвести. В следующий раз, когда ваша кошка будет смотреть вдаль, она, возможно, не просто грезит наяву, а калибрует свою внутреннюю карту. 1. Кошки и паранормальное. Что они видят на самом деле? Мы подошли к пункту, который заставляет многих владельцев не спать по ночам. Почти у каждого хозяина есть история о том, как кошка шипела в пустой угол или медленно прослеживала взглядом нечто невидимое, движущееся по потолку. Наука не подтверждает существование призраков, но она подтверждает другое. Кошки воспринимают версию реальности, настолько отличную от нашей, что их реакции всегда будут опережать наши объяснения. Ультрафиолет, ультразвук, вибрации, химическая информация и магнитные поля — все это создает для них мир, в котором пустоты не существует. Когда ваша кошка реагирует на что-то невидимое в 3 часа ночи, самый честный ответ таков: это невидимо только для вас. Их мир — это не ваш мир, и они абсолютно уверены, что то, на что они смотрят в пустом углу, действительно там находится. Понимание этих экстраординарных чувств помогает нам видеть в кошках не просто загадочных питомцев, а существ, оперирующих на совершенно ином уровне восприятия реальности.